Леди Акет? Что ж. Ты, кстати, так и будешь стоять столбом? Или присоединишься ко мне? Да. Господи. Ванна хотя бы большая, и на том спасибо. Куда? Стой, я ж только... Я не вонял. А ну-ка... О, какие планы! Узнать, кто такой СМ, подарить Зарифу новый корабль, поплыть за Синдбадом. Да, планов дофига, возможностей нифига. Сейчас все поясню. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, где мы знаем, чего хотим. Да, конечно, да. Мы хотим и про огни узнать, и Синдбада найти, и понять, кто такой СМ. Я могу продолжать и продолжать, но все упирается в одну серьезную проблему. Невозможность выйти из дома. Да, все правильно. Я не могу покинуть дом Акетры в одиночку, потому что я провинившийся абд. Не, ну, спасибо, что хотя бы не побили. Напомню, последнее, что мы обнаружили по сюжету, данное письмо. Собрание новичков перед храмом в полнолуние. Будьте в масках. СМ. Ничего не понятно. О каком храме речь, о каком полнолунии речь, и самое главное, кто такой СМ. Само собой, мы постепенно все это узнаем, но напомню то, что данную записку мы получили от двух бандюганов. Звали их, как там, Лысый и Гвоздь. Они приставали ко мне и к леди Акетре. Я их избил, немножко приложил, и тадам, с них выпали утены и письмо. То есть, получается, они знают, кто такой СМ, да? Я думаю, чего мне действительно не хватает последние две серии, это почистить инвентарь. Ехала. Фух, ну все, более-менее. Так, золотую морковку мы кушать больше не будем, мы будем дарить ее Абди, а кушать мы будем тыквенный пирог. Идеально. О! Леди Акетра? Здравствуйте, вы ко мне идете? Я здесь. Вы ко мне... Да? Не ко... Привет. То есть она реально просто вышла и села? Здравствуйте, статус отношений. Так, шкала отношений, конечно, так себе. иди ко мне. Поговорим, может быть? Ой. Котик, ути, господи, как это мило. А поговорить-то мы в итоге можем, нет? Так, ага, я теперь даже в комнату не могу зайти. Вот тяна. Леди Акетра, я прошу прощения. Может быть, как-то можно все-таки поговорить. А, стоп, что? Реально можно? Но этого не было. Я на котика, если что, нажал. Смотри, это моя Бастет. Она у меня любимица. Да, красиво, красиво. Спасибо. Ой, не представляю себе, как живут те, у кого нет денег откупиться от этих фараоновых глупостей. Я бы ни за что не пережила, если бы моих кошечек решили убить. Знаешь, Лолошка, вчера я была настроена очень решительно, а сегодня даже не знаю, с чего бы мне начать-то. Я еще ни разу не отлучалась надолго из Нарфаниса. Да, Хануф и Халима присмотрят за кошками, но кто присмотрит за моим бизнесом? Я руковожу школой для мальчиков, военной школой и школой ремесла. Кроме этого, под моим началом организуются экскурсии и открытые уроки. Не говоря уже даже о том, что я спонсирую научные исследования и получаю процент со всех научных изобретений, которые уходят в производство. О, я еще никогда не оставляла свои дела так надолго. Надо обо всем распорядиться. Да, точно. Бастет, все, беги, беги. Но сначала, Лолошка, сначала я приму ванну. Принеси мне мои ароматические масла. Они должны быть где-то в кладовой. И раз уж апт из тебя никакой, найди в гостевой комнате купальный костюм. Примешь ванну со мной. Абди, ты этого не слышал. Котяра, ты этого не слышал. Слушайте, ну вы просто посмотрите на меня. Ну какой же из меня приниматель ванн? Я годы могу не мыться. Кстати, по-моему, это реально первый раз, когда я нормально помоюсь за все сезоны. Эй, Абди, поговорим? Не поговорим, да? Поговорить может так? Тоже нет. Статус отношений. Ой-ой-ой, почти максимальный. Давай-ка я тебе, наверное, золотую морковку подарю.
А ну-ка, иди сюда. Так, сделать подарок. Ух ты, ничего себе. Это действительно мне? Да, это тебе. Ну-ка. Статус отношений почти максимальный. Вот прям остается, наверное, еще 1-2 подарка. И что произойдет, неизвестно. Скорее всего, ничего. Просто если что, мы будем понимать, что да, Абди за нас горой. Так, в итоге, что мне нужно сделать? Гостевая комната, купальный костюм. Гостевая комната, вот она. Так, купальный костюм, вот он. Как мне его забрать-то? Сюда! Хе-хе-хе. Что, я могу прям одеться, боже! Как это клево выглядит. Так, ладно, пока что не надеваем, пока что не надо. А Кет рассказала про кладовую, да? Кладовая это, по идее, около кухни. Кстати, насчет кухни. Сдерик, ты здесь? Кто-нибудь... О, Сдерик. Погоди, реально? Поговорим? Ну-ка. О, привет, Лулошка. Как у тебя дела? Ты ищешь что-то? Да, здорово. Я бы хотел... Так, ароматические масла. О, ты что, решил заняться ароматерапией? Понимаю. Это полезно. Помогает от стресса хорошо. Вон там. Масла хранятся в дальней кладовой, не ошибешься. Только не бери с запахом можжевельника. Его очень любит Хануф. И ни в коем случае не бери с крыжовником. Это любимый запах Акетры. Да, остальное можешь брать без переживаний. Кстати, я вспомнил, где видел упоминание Туэфетуна. Ты помнишь про него? Это древний фолиант в секции запрещенных книг храма Хетентепа. Я знаю, где его искать, Лолошка. Но достать эту книгу будет очень и очень сложно. Сегодня будет какой-то важный храмовый совет в главном храме. Мы могли бы попробовать в это время пробраться. Ты как? Что? Ты предлагаешь мне воровать? Я согласен. Где? Воу-воу, Сдерик, ты что, с ума сошел? Мы не будем лезть в храм Хетентепа. Тем более в запрещенную секцию. Слушай, Сдерик, я хотел сегодня проведать скульптора. Я очень переживаю за него. О, кстати, хорош. Так, Сдерик, я сейчас занят, но чуть позже можно попробовать. Давай вот это ответим, потому что, по сути, если я сейчас скажу, что я занят, то я могу делать что угодно. Так что, да, я занят. Что? Слушай, прости, я просто не могу перестать восхищаться твоей смелостью. Ты такой решительный, всегда уверенный. Мне, чтобы решиться такое предложить, потребовалось пару дней. Я с духом еле собрался. А ты такой, да, сейчас не могу, но вот через пару часов могу. Вот, ты крутой, Лолошка. Ладно, мне нужно поторопиться с ужином, раз уж мы сегодня отлучаемся в город. Так что давай. Окей, ладно, а что ты тут искал? Морковку, понял. Так, бочки, пусто. В итоге, я забыл, стоп! Он нам дал очень хорошую подсказку. Не бери с запахом можжевельника, его очень любит Хануф. Ни в коем случае не бери с крыжовником, это любимый запах Акетры. То есть нам нужно с крыжовником, да? Так, соседняя кладовочка, где, боже мой, это все находится-то, а? И по итогу, абсолютно все бочки пустые. Так, может быть, где-нибудь здесь? Заперто. О, так, я нашел, ребят, масла, листья розовой вишни, листья мяты, блин, прикольно. Так, это все не то. Во, я могу прям так взять. Мне нужен сирень и крыжовник, вот. Получается сирень и крыжовник. Так, может быть еще что-нибудь возьмем. Давайте розовое дерево и мята. Я не буду его использовать, но как бы просто на всякий пожарный. Мне же никто не запрещает его брать, да? Эй, Сдерик, огромное тебе спасибо за помощь. Статус отношений. Исправили подарочки. Помните, да, в предыдущей серии у нас баг произошел, и почему-то положительные подарки стали отрицательными. Бага больше нет, поэтому мы попробуем подарить золотую морковку. Ты куда смотришь? Ты чё? Ждешь что-то? Ну ладно, короче, сделать подарок. Да благословит твою душу Монту, Лолошка. Совсем другое дело. По итогу отношения у нас более чем прекрасные-распрекрасные. С Акетрой, кстати, тоже более-менее хорошо стало. Кого я хочу по-любому подружить с собой? Ни хрена у меня с Зарифом отношения. Да уж, после того, как я его спас от смерти, шкала прям реально подросла. Все, у меня точно все найдется. По заданиям ванна с маслами, срок 1 день. Леди очень странно предложила мне принять с ней ванну, но сначала я должен найти купальный костюм и ароматические масла. Да, я все сделал. Надеюсь, Да, здравствуйте. Ну привет. Эй, Хануф, не будь к нему так доброжелательна. Халима, ну надо тебе быть такой злой, а? Слушай, новичок, мы сделали Абди новую одежду. Сейчас будем вручать. Ты с нами? Так. Абди, кстати, вон он стоит. Да, давай. Вот и отлично. Пойдем.
Ну-ка, новая одежда у Абди, первая одежда, да ладно. Сюда, давай, покажи нам. Давайте что-то не розовое, окей? Вы чего? Что? Я что-то не так сделал, да? Прошу, не надо, пожалуйста, простите меня. Эй, нет, Абди, перестань. Встань. У нас есть кое-что для тебя. Для меня? Да, для тебя. Ты прости, что у нас ушло так много времени. Ты очень высокий. Для тебя просто в магазине такое не купишь. В общем, вот. Забирай. Ух ты! Ничего себе! Это вы? Семья? О, одежда! Так, ну-ка оденься, Абди. Давай. О, ни хрена! Какая красота! Че, сейчас, конечно, обнимутся. Ну, конечно, как без обнимашек-то, да? И тут я еще стою в ободранных лохмотьях. Мне уже нормальная одежда нужна. Да, конечно, давайте обнимемся. И про меня не забудьте. Про меня. Ну, быстро, вот. Сюда. О, я так счастлив. Вы посмотрите, я теперь даже на Абда не похож. Ну-ка, дай-ка посмотрю спереди. Могу? И все, что ли? Ты погляди на себя, Абди! Машешь тут кисточкой, что-то чистишь, расчищаешь. Он реально теперь выглядит как дворецкий. Ну-ка, поговорим? О, ложка. Знаешь, я не уверен, что достоин такого, но мне очень-очень приятно. Халима говорит, что я должен научиться ценить себя. Мне нравится эта идея, но я никогда таким не занимался. Даже не думал, что такое возможно. А что, если Кнеф Мтити решит, что я стал слишком эгоистичным? Наверное, мне лучше все-таки одежду снять. Стоп! Господи, Абди, ты что, опять серьезно? Ну, если тебе будет так комфортнее, то снимай. Абди, от того, что ты немного позаботишься о себе, ты не станешь эгоистом. Абды не должны ходить в такой одежде. Поблагодари служанок, но откажись. От того, что ты немного позаботишься, ты не станешь эгоистом. Да? Ты так думаешь? Ну, вообще, эта ткань не очень дорогая, так что вряд ли леди Акетра много потеряла. Ладно, да, я пока что не буду отказываться от этой одежды. И буду работать еще усерднее, чтобы показать свою признательность. Все, я пошел работать. Ох, какой вот... Ты погляди, реально усердная работа. Полетел двумя руками, реально. Самый работячный работяга. Ну-ка, еще поговорим. Нет, да? Статус отношений, все, это точно максимальный, потому что только что было плюс 5. И, кстати, здесь Абди все еще без одежды. Здесь по итогу я уже одежду забрал, все забрал. И мне куда надо-то? К леди Акетре, я так понимаю, да? Может быть, она у себя в комнате? О, я могу открыть. Так, нет, ее в комнате нет. Значит, она на втором этаже, потому что там были ванны, я точно об этом помню. Леди Акетра... Что ж, переодеваемся. Леди Акетра, я тут. Здравствуйте. Ой, как же долго ты возился, Лолошка. Я была права. Абды с тебя действительно никакой. И какое же оправдание я от тебя услышу в этот раз? Так, мы вручали Абди новую одежду. Я хотел выбрать лучшее ароматическое масло для своей госпожи. О, кстати, вот это реально я даже не знаю, что выбрать. Ну, типа, сказать правду, либо сказать другую правду, кстати говоря. Давайте про масло. О, вот оно что. И какое же ты выбрал? Вот, с этим, как его там, хрен пойми чем, ваше любимое, короче говоря. О, блаженство. Поверить не могу, что ты угадал, Лолошка. Ты, кстати, так и будешь стоять столбом? Или присоединишься ко мне? Да. Господи. Ну, ванна хотя бы большая, и на том спасибо. Куда? Стой, я ж только... Что? Я не вонял. А ну-ка. О, боже. Смотрите на мои глаза. А мы что, будем так долго? Ой. Да, очень хорошо. Всю тревогу как рукой сняло. Так, это забрать. Слушай, Лолошка, мне нужно идти на храмовый совет. Опять жрецы Роноса и Монту что-то там не поделили. Ой, какое дело сторонникам Хэттентепа до их грызни? Вообще не понимаю. Надеюсь, ты помнишь, что тебе запрещено выходить одному из дома. Не шали тут без меня, Лолошка. Не шали. Муа. Что? За что поцелуй?
Акетра, что ты делаешь? Я не понимаю, что происходит. Я вам кто? Тот самый раб, которого нанимают, чтобы он убирался в комнатах. Да, тот самый раб. Ладно, не будем акцентировать на этом внимание сейчас. Давайте проверим, что у нас. Ванна с маслами. Задание выполнено. Интересно, вот если бы я принес другое масло, да, то оно как бы, типа, минус репутацию дало. Хотя, с другой стороны, я мог про масло вообще не говорить, а сказать про одежду Абди. Да, то есть Абди у нас все еще тут ходит, наверняка убирается. Может быть, где-то здесь? Я просто хочу поговорить. Может быть... О, господи, скоробея дали, я уже и забыл про них. Не, по итогу Абди куда-то делся. Хотя вполне реально то, что они все на кухне. Халима, Хану, Сдерик. О, Сдерик, здорово. О, Лолошка. Ну, как оно? Ты готов отправляться за древними фолиантами? Леди Акетра ушла на то же собрание, на которое должны уйти жрецы Хетентепа. Думаю, нам нужно выходить сейчас. Ага, ну так само собой погнали. Супер, тогда идем. Мы в храм, да? В храм Хетентепа. О, блин. Я думал, большая часть уйдет на совет, но многие остались. В любом случае, сейчас наш лучший шанс, Лолошка. Я знаю, куда нам идти. Справа от статуи неприметная дверь в катакомбы знаний. Когда спустимся, надо будет сразу повернуть направо. Дойти до конца коридора. Оттуда налево, еще раз налево, прямо, мимо статуи, свернуть в узкий проход, у книжек про дальние острова, затем еще раз налево, чуть прямо и... вот. Там будет видно запрещенную секцию. Ты же запомнил, да? Нам ни в коем случае нельзя попадаться жрецам. Что? Я ничего не запомнил! Подожди. А, это вот туда надо идти. О, черт, как я ненавижу стелс. Точнее, я люблю стелс, но не тогда, когда я узнаю о нем за секунду до. О, черт, и здесь тоже. Пошел стелс. Так, ладно, это получается вот храм Хетентепа, там храм Монту, я так понимаю. Где мы вообще находимся? Что это за место? А, так это прямо неподалеку от Леди Акетры. Вот здесь живет Леди Акетра, а вот храм Хетентепа. Это прям очень близко. Ну ладно, давайте попробуем найти способ. Может быть, здесь можно пробраться? Понятно. Смотрите, у нас есть два места. Либо слева, либо справа. Я думаю, то, что слева можно пойти. Тихо. Вот здесь можно пойти. Так, быстро. Тихо. Что? А ну, брысь отсюда! Сегодня посещение храма запрещены. Приходите в другой раз. Чё, меня реально поймали? Прям реально? А как мне тогда, если я даже не попадался? Ну или мне, по крайней мере... Лолошка, постарайся больше не попадаться. Попробуем еще раз. Да, просто я не совсем понял, как я попался. Такое ощущение, что не было этого. Ну хотя бы переигровка. Переигровка реально. Так, получается, ты меня всегда видишь. Так, смотрим. Угу. Идет. Давай. Как я обожаю стелс-игры, а? Конечно, когда второстепенный персонаж, он просто идет и такой, да вообще плевать. Это вот прям реально любая игра, любая современная игра, когда второстепенный персонаж даже не парится о том, что его видят. Это мне надо париться, да? Так, житель. Ладно, я не буду ничего взаимодействовать. Значит, мы сейчас ждем, пока этот уйдет. Тихо. Теперь сюда. Ух ты ж, бляха. Стоп, а где храм-то? Куда мне надо? Я не понимаю! Справа от статуи неприметная дверь в катакомбы. А, вот она! Все, я понял. Когда спустимся, нужно будет сразу повернуть направо, дойти до конца коридора, там налево, прямо мимо статуи, свернуть в узкий проход, бла-бла-бла-бла-бла. Так, короче, нам получается вот сюда, да? Уф. Ощущение, что эту дверь миллион лет не открывали. Ладно. Есть кто? А! О, боже, бляха. Тихо. Сдарик! Отвернись. Пожалуйста. Или я могу вот так пройти? Ой. Все, да, я могу пройти, хорошо. Тихо. Что-то разговаривают. Пусть разговаривают. Боже, как это классно. Жрец тут что-то рыскает. Надо будет повернуть направо, дойти до конца коридора. Оттуда налево, еще раз налево, прямо. Значит, вот здесь налево. А потом как? Тихо. Вот здесь налево, да? Только не поворачивайся, чел, не поворачивайся. Налево мимо статуи дальше. Так, подожди, что здесь написано? Дальние острова. Иди отсюда. Так, ладно, смотрим, что дальше. Налево, еще раз налево, прямо мимо статуи свернуть в узкий проход. Это вот сюда, я понял. Хорошо, Сдарик идет за нами. Так, здесь может быть что-нибудь есть? Кафедра какая-то, страница ничего. Так, это можно прочитать? Бумага. Нет, ничего нету. А, вот, статуя Иноса. Мимо статуи свернуть в узкий проход.
Во, по-моему, я правильно пришел. Проклятие закрыто. Ну, конечно же, закрыта, Лолошка. Это же запрещенная секция. Да, я. Чего? Откуда у тебя ключ? Тебе повезло, что у тебя есть я. А откуда у тебя ключ? Подожди, скажи. Ничего не Так, понял. значит, сильнодействующие зелья, тайны наитемнейшего искусства. Нет, это все не то. Так, ладно. Мне, наверное, что-то надо найти, да? Сундук пусто. О, вот это я возьму. Чародейская книга на защиту, невесомость, книга и перо. Книги, кстати, в целом нужно взять. Ветити Сайнти. Короче, какая-то книга. Давайте мы сейчас посмотрим, что это за книжка. Ну, если, ребята, вы можете подобное перевести, то, конечно, вы молодцы. А так, у меня такое ощущение, что это чисто, чтобы запутать нас. Еще какие-нибудь книжки? Ну-ка, давай, интересное. Починочка, хорошо. Я уверен, что здесь можно лутаться. Подводная ходьба. Так, еще. Точно такая же книга. Точно так же 28 страниц. Мы понимаем то, что, скорее всего, это просто так, ради ничего. Поэтому мы это по-любому убираем. Ой-ой-ой, какие книги, ты погляди. Везучий рыбак. Приманка. Да, мне это по-любому пригодится для рыболовства. Тройной выстрел. Ну, заберем, конечно. Так, тягун забираем. Мастерица и Маргарит. Врач Мертвага. Механический мандарин. Да где же? О, я нашел! Лолошка, я нашел. Вот она. Так, да, я помню. Чуть дальше. Вот оно. То и Фетун. Эй, я не понял, кто здесь? О, черт, Лолошка. Надо уходить. А как мы уйдем? Погоди, тут же заперто. Чего? Кажется, А как мы? пронесло. Я даже решетку успел запереть, представляешь? Но мы ушли ни с чем. Ну почему же не с тем, Лолошка? Возможно, один глупый строитель абсолютно варварски отнесся к фолианту, как ханзир, не понимающий, какая жемчужина перед ним. Взял и вырвал нужную страницу. И сейчас кинет ее своему другу Абду. Понял. Слушай, пора идти домой. Сегодня все-таки полнолуние. Разгуливать в такое время это плохая примета. Подожди, полнолуние. Вообще-то я хотел тебе предложить сходить в еще одно место. Ты, наверное, иди, а я бы хотел прогуляться. Да, ты прав, нечего здесь торчать. А то нас еще заметят. Да, вот это. То есть, помните, мы можем узнать, кто такой СМ. Прогуляться в такое время, Ложка? Хорошо. Только мне нужно сейчас кое-куда заскочить. Да и здесь оставаться небезопасно. Давай встретимся через 20 минут на торговой площади у фиолетового шатра. Рынок уже закрылся, и там можно будет спокойно поговорить. Все, я побежал, не теряй время. Окей, я понял. То есть, получается, мы как-то сбежали, но при всем при этом люди не проверили ту решетку, да? Ладно, я понял. Здравствуйте! Я не посещаю храм Хатентепа. Хотя, я так понимаю, сегодня уже можно, да? Потому что время прошло. Пипец тут народу-то, а? Я мог реально всячески пройти. Я мог даже здесь сверху пройти как-то, наверное, построиться. Что? Ты зачем угол подметаешь? Здесь всегда будет пыльно, это нецелесообразно. Так, короче, как будто сейчас очевидное, это не идти к Акетри, но при всем при этом прийти на рынок, который, ой-ой-ой, живет. А я-то думал, что здесь торговцев не будет. Эй, всем привет. О, наковальня. Так, слушай, у меня тут удочка есть. А ну-ка, приманочка зачаровывается. Требуемый уровень 6. Бляха-муха, у меня 5. Блин, а чё я в купальном костюме-то хожу? Сори. Я лучше буду ходить в лохмотьях. Здрасте, портной. Ой, кстати, одежда. Я же могу себе тоже что-то прикупить. Не ходить в этих лохмотьях, да? Хотя мне скорее нужен портной, который... Ложка, здорово. О. Слушай, ты прости, я еще на работе. Не поболтаем. Да, если честно, я даже о тебе не думал. Ну-ка, ты продаешь все то же самое, да? Ладно, я о тебе не думал, не парься. Так вот, мне скорее портной нужен, чтобы не купить новые вещи, а как-то залатать мои тут эти худи, шарфики, волосы. Да, это тоже у портного делается. А еще я хотел бы найти не только продавца, но и покупателя. Потому что как мне зарабатывать? И я уверен, что все пойдет намного проще, когда я
подружусь хотя бы с одним торговцем. Что вы делаете? Чистите? Понял. А сейчас нам нужно возвращаться на рынок с Дереку. Здравствуйте. Подкиньте утенов. А я могу это сделать, кстати, интересно? Блин, жалко. Утены я дать не могу. Так вот, кто здесь, блин, обитает-то. А я думал то, что тут никто не обитает. Кстати, еще не забудем о том, что надо по-любому прокачаться, потому что у меня уже накопились 4 серебряных скоробея, а я иду к зачарованию. Где оно? Вот оно. Снижение требования к уровню для зачарования. Раз, два, 3, 4. Йоу, так я прям таки неплохо зачаровался. Ух ты, а что такое? Сокрытое знание. Плюс 100% сила накладываемых зачарований. Нифига. Так, а мне надо тогда зачаровываться после вот этого. Далее, прокачаем золотых скоробеев. Это будет, скорее всего, бой. Мы его будем прокачивать до 20 уровня. Все. Делаю я это для того, чтобы наконец-то использовать страсть винодела. Тот самый сет, который позволяет использовать костную муку без ограничений. Так, ладно, давайте посмотрим, что мне дал Сдерик. Вырванная из книги страница. Восьмиголовое чудище, которое живет далеко за пределами великого Нарфаниса. Это тот самый Тоефетун, получается, да? Веками оно терроризирует жителей ближайших деревень и Дидинахвамдиса. Все меньше людей остается там жить. Многие верят, что это чудовище было послано Роносом совместно с Кнефмтити, как проклятие для всего Мисра за недобросовестное служение и поклонение. Ага, ну, наверное, самое главное, что нужно понять... Тоефетун — восьмиглавое чудовище. Восьмиглавое, капец. Это больше смахивает на какую-то гидру. Хотя у гидры не 8 голов изначально, это точно. Было послано Роносом совместно с Кнефмтити. Ага, то есть Кнефмтити тоже здесь может быть замешана. В общем, дамы и господа, нам хоть и осталось идти до фиолетового шатра прям совсем немного, но на это мы будем постепенно... Сейчас, подождите. Заканчивать. У меня просто ощущение, что если мы сейчас туда подойдем, то нас засосет в сюжетное нечто еще минут на 20. А это уже долго. Действительно, будем на этом постепенно заканчивать. То, как ко мне относится Акетра, я пока что не хочу комментировать. Давайте вы свои комментарии оставляйте по поводу этого, а то мне неловко. А так, спасибо огромное вам за ваши подписки. Не забывайте также, пожалуйста, ставить лайки, потому что все ваши микронажатия — это огромная мотивация для меня и всей команды. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и странное отношение ко мне от Акетры. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.